Привет всем геймерам! Любите сами вершить в играх судьбу своего персонажа? Выбирать свой путь из десятков вариантов? Тогда эта подборка игр различных жанров с открытым миром именно для вас. Исследуйте разные уголки игрового мира, находите новые задания и приключения, получайте удовольствие. Ведь в играх с открытым миром можно бегать куда захочешь. Каждая из этих игр хороша и имеет свои уникальные особенности, атмосферу и геймплей. Итак, поехали! Лучшие игры с открытым миром для слабых ПК. Mass Effect. В 2183 году человечество узнало секрет галактических путешествий и основало колонии во многих солнечных системах. Люди оказались не самой высокоразвитой цивилизацией, так что им приходится уживаться с другими расами и прислушиваться к мнению Совета Цитадели. На стороне Совета выступают спектры, спецагенты, которые наделены большими полномочиями. Вы будете играть за командира Шепарда, которому предстоит побывать во многих мирах, узнать нечто новое о прошлом нашей галактики и остановить Сарена. Ryzen. Сюжет игры начинается с того, что главный герой оказывается выброшенным на берег таинственного острова после кораблекрушения. На острове недавно из-под земли появился некий древний храм, и причудливые твари повылазили на остров. Игровой процесс Ryzen очень разнообразен. Здесь есть бои на мечах, масса могущественных заклинаний и разносторонние возможности прокачки персонажа. От ваших поступков в виртуальном мире будет зависеть очень многое, так что, сделав какой-то выбор в начале игры, вы можете наткнуться в будущем на его последствия. Мафия: The City of Lost Heaven. Гангстерская сага, которая погружает вас в атмосферу Америки 30-х годов. Главный герой Томми Анджело, простой таксист. Однажды он знакомится с гангстерами Сэмом и Полли. Это знакомство меняет его жизнь. Из таксиста Томми превращается в мафиози. В отличие от предыдущей должности, это более оплачиваемая, хоть и опасно. Через время Томми становится членом семьи, и ему начинают поручать все более сложные задания. It's compensation for the damage to your car and your services. It should be enough. Yes, of course. The Elder Scrolls IV: Oblivion. Oblivion – следующий шаг в развитии RPG-игр с полностью свободным миром после выхода легендарной третьей части серии. История этой игры рассказывает о таинственной смерти Императора, оставившей трон Тамриэля пустым. Как раз в это время открываются врата в мир демонов, и оттуда начинают выползать целые полчища злобных тварей. Чтобы спасти мир от полного уничтожения, главному герою предстоит отправиться на поиски наследника трона, укрытого в безопасном месте. Far Cry. What was that? Over there! Who's that? I see you! I'm gonna look fast on you! В Far Cry вы играете за Джека Карвера, владельца небольшой компании в Микронезии, сдающей на прокат лодки. Его нанимают для сопровождения Валери Кортес, амбициозной журналистки, на остров Кабату. Внезапно лодку взрывают, похищают журналистку, а вас оставляют умирать. Теперь вам предстоит спасти девушку и отыскать тех, кто разрушил все, что у вас было. Gothic 3. Вы отбили нападающие на остров Харинис силы зла в Готике и Готике 2. Теперь вам предстоит отправиться в путешествие по материку, где злобные орки поработили несчастное королевство людей. Свободными остались несколько маленьких групп в снегах на севере континента и в пустынях на юге. Также в лесах и горах Мидленда скрывается группа повстанцев. Вам дается полная свобода действий. Вы можете как помочь мятежникам, так и перейти на сторону орков. И только от ваших решений будет зависеть судьба человечества. DayZ. Хоррор на выживание в открытом мире, основанный на популярном моде с одноименным названием, который был создан для тактического шутера Arma 2.
Единственная цель игроков – выжить в сложных условиях постапокалиптического мира. Каждая ваша ошибка может привести к гибели вашего персонажа и потере всего, что у него было. Здесь каждый другой игрок может быть как вашим другом, так и вашим врагом. The Witcher 2. Сюжет второй части Ведьмака рассказывает о том, как правителей многих королевств убили неизвестные ассасины. Они были очень быстрыми, хорошо видели в темноте, а их движения были очень похожи на ведьмачьи. Геральт удачно отбил нападение на короля, однако это не значит, что он сможет защищать его вечно. Главному герою предстоит отправиться в далекое путешествие, чтобы найти того, кто стоит за всем этим. Игровой процесс был серьезно изменен по сравнению с предыдущей частью. Управление в бою теперь осуществляется как в экшенах, а не при помощи кликов мышью. Виртуальный мир стал еще больше, чем раньше, а графическое исполнение можно назвать лучшим в жанре RPG на момент релиза. Saints Row 2. События приключенческого боевика разворачиваются в городе Стиллвотер. Его улицы кишат криминальными группировками, а все вопросы решаются с помощью огнестрельного оружия, ведь на кону право стать полноценным хозяином большого города. Раненый и изнеможенный герой после событий первой части возвращается в город, чтобы отомстить своим обидчикам. В вашем распоряжении будет большое разнообразие машин и мотоциклов, воздушного и водного транспорта, огромное количество огнестрельного оружия. Saints Row 2 окунет вас в темную и зловещую историю о персонаже, который противостоит городу, обрекшего его на смерть. Сталкер. Тень Чернобыля. Шутер от первого лица, события которого разворачиваются в недалеком будущем, после очередной аварии Чернобыля. Зона сразу была окружена войсками национальной безопасности. Из окруженной зоны начали доноситься странные крики и урчания. Любопытство, как всегда, побороло здравый смысл, и некоторые особо любопытные решили пробраться в 30-километровую зону. Таких людей называют сталкерами. Кончай уже, Рихтер. Мастер. Всем спасибо за просмотр, ставьте палец вверх, делайте репосты, комментируйте и ждите следующих выпусков.